Всем привет! Сегодня у нас вот такой БУ. Вот, древний. Это Volvo XC90 бензиновая. Вот, я его уже вскрыл, как вы понимаете, чтобы никого не томить. Откручиваем гаек. Вот такой разъемчик видим. Такая платка, процессор. У нас простенький тут. Infineon. Сейчас наведется фокус маленько. Вот. 167 процессор, флешка. Тут как бы все просто. Сейчас запустили прогу. Найдем тут Volvo. Ой, я вам наврал. Это не XC90, это S80. Volvo. Совсем уже мозги кипят. Вот, это, короче, Volvo S80 древняя. Блок Mi-7. Да, вот такой Вольвочкой меня тут сегодня озадачили. И смотрим, коннектится как к нему, к этому блоку. Вот, значит, бутпин это второй контакт от края у флешки. Вот, подключка. То есть два плюса, к линии и минус. Ну что, приступим, господа, к подключке. Плюсов, минусов. Вот, в общем, я подключил. Таким образом, плюсы, минусы, boot. Так, все, запускаем. Жмем ОК и читаем. Так, да, читаем бэкап. Жмем Read. Идет идентификация, EKU. Все, определилось, но просит использовать другой плагин. То есть надо выбрать протокол 626. Выходим отсюда. Где его взять? Интересненько. 620. То есть он нам сказал, что блок этот не 7.0, а 7.0.1. А вот, ладно, нет. А, ну да, вот 626 протокол. 626 протокол. Окей. Вот, кстати, для сравнения смотреть. Тоже второй контакт флешки. Подключка та же самая. Жмем ОК. Читаем бэкап. Все. Сейчас протокол выбран верный.
Идет чтение. Вот сейчас началось чтение флеша. Ну, тут по линии, так что поэтому долго все-таки. Ну, как долго? Вот уже 4%. Вот такой блочок. В принципе, простой. Ну, вот видите, уже 10% уже. 11. Сейчас читаем прошивочку. Вот, что нам сюда просили записать тюнинговую прошивку. И вот так создать папку для сохранения пока надо, чтобы не потерялась. Ее мы сохраним считанный наш файл. Вот, то есть уже 20% считано. То есть сами видите, по линии не очень быстро и не очень медленно. Нормальное чтение, в общем, идет. Уже вот здесь вот мы видим идентификаторы прошивки. Есть 359, 462. Иденты у нас будут. Да, кстати, отличительная особенность. Вот сейчас заметил, что где вот bootpin, и там соседний контакт у флешки, он пустая площадка. Вот, а у обычного MP7 блока там флешка чуть подлиннее. Просто под наклейкой название флешки не видно. У обычного MP7 флешка 29F400, а у этого блока уже 29F800. То есть прошивка весит, соответственно, в 2 раза больше где-то. Вот. Соответственно, используется другой протокол. Ну, довольно-таки недолго идет чтение. Вот, значит, видим блок Mi 7.0.1 Volvo. 626 протокол. Как бы тут все просто. По подключке тоже вот. Ну, там в help видно было, что вот 2 плюса, но так вот покажу. То есть 1 плюс я красный проводок одел, а другой плюс я надел оранжевый проводок, так как в шнуре нету у меня 2 толстых красных. И вот здесь масса. То есть масса это нижний контакт, второй от краю. И плюсы там. То есть с того края вторые контакты, верхние и нижние, и к линии. Как бы все элементарно. 4 провода. Тут вообще, блин, все просто. Даже не стал паять бутпин.
не стал паять бутпинги. Вот он у меня всегда, он там пагопиновый этот припаян к резистору на 1 килоом. Это уже я так для собственной безопасности резистор повесил. Кто-то не вешает резистор. Вот. Крокодильчик с серым проводом. Процик у нас. Вот этот процессор именно, который у нас за мотор отвечает. Тут я не знаю, за что там отвечает. Ну, в принципе, недолго вроде читается. Вот уже 97%. 97% уже. 98%. То есть нормально. Для чтения по линии это нормальное время. Сейчас у нас читалось флеш. Теперь читается EEPROM. Ну, EEPROM сейчас должна быстро считаться. Если она там вообще есть еще. Ну, должна быть. Если на вкладке есть. Вот, видите, EEPROM вообще махом. EEPROM читается махом. Сразу раз и 25%. Небольшой зависончик такой. Ну ладно, что. Подождем еще чуть-чуть. Подождем еще чуть-чуть. И вот у нас 50% EEPROM считано. Интересно, как это читается EEPROM. Это 4 куска, видимо. Сейчас, наверное, 75% покажет. Вот, да, 75%. Вы уж меня простите. Я тут приболел немного. Кашляю в микрофон. Ничего не поделать. Работа требует жертв небольших. Вот работаем с температурой. Тут шьем блоки в домашних условиях. Вот уже. Сейчас, думаю, процесс будет завершен скоро. В скором времени. В скором времени, я думаю, должно завершиться все это дело. Все.
Прошивка считана. Питание отключено у блока. Это нам свидетельствует. Вот тут светодиодик горел еще рядом зелененький. Вот. Прошивка считана. Все, он нам спрашивает нас, куда нам надо сохранить файлы. Я тут на рабочем столе создал папочку. И вот здесь напишем Volvo. Сохранить. Все, окей, говорит. Открываем папочку. Видим файлы. Значит, образ блока тут или что-то, я не знаю. Нет, это не... Вот флеш 1 мегабайт. EEPROM 1 килобайт. И еще вот какой тут типа МПЦ. Все, ребятки. Вот. Ну, плюс еще вскрытие блока тут 30 секунд заняло. Вот такие дела. Всем пока.